Несмотря на то, что последнее обновление мы получили 17 февраля, мы до сих пор пытаемся отойти от крупного, которое подарило нам новую кастомизацию наклеек и гонку вооружения. Ведь с ним пришли как и новые баги, так и кучу утечек, которые, между прочим, еще не все были озвучены публично. Этим, собственно говоря, в данном ролике мы и займемся, попутно порассуждав кое-какие проблемы Counter-Strike 2. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Представляю вашему вниманию топ скинс, на котором реально можно выбить хороший дроп, отдавая предпочтение либо открытию кейсов, или же проапгрейдить уже существующий скин. Ну а еще можно создать лобби в режиме сражения, где ты соревнуешься с игроками, у кого выпадет дороже скин. В него можно играть как с реальными людьми, так и с недавнего времени сделали возможность добавления ботов. Ну а использовав мой промокод, можете получить 40% к пополнению. Сайт, кстати, полностью прозрачен, и вы можете убедиться в этом сами, проверив любую игру, который предоставляет топ скинс. Тем более, что ребята давно находятся на рынке и заработали свою репутацию. Ну а также на сайте появилась открытая реферальная система, и вы сможете сотрудничать с топ скинс и зарабатывать. Так что не теряй времени и переходи по ссылке в описании. Ну что же, на самом деле с последним крупным обновлением было действительно очень много утечек, что даже может посоревноваться с бета-версией игры, когда чуть ли не каждое мелкое добавление в игру сопровождалось каким-нибудь сливом. К сожалению или к счастью, некоторые из них не были озвучены вообще, или же о них говорилось коротко и невнятно. Проблемой еще стало то, что разработчики, как это уже стало привычным, начали спамить обновлениями с фиксами, где тоже проскальзывало что-то интересное. И в одном из таких вот фиксов, оказывается, крупное обновление получил и сам движок игры Source 2, который свой список пополнил многими интересными фишками, которые пока что не реализованы в игре и косвенно, но все же дают нам информацию о будущих нововведениях. Разумеется, все это было обнаружено мной еще 8 февраля, но тут, к сожалению, нужно было время для тщательного анализа, ведь точно такое же обновление движка в этот же день получила и Dota 2. А для тех, кто не в курсе, все игры на движке Source 2 имеют один, скажем так, корень, который разом обновляет версии в играх от Valve, и это же касается будущих игр компании. И если вы заметили, я стараюсь не распылять фокус на другие игры, поэтому нужно было понять, что может в будущем использоваться в CS2. Поэтому для начала пройдемся по фишкам, которые были замечены как в Dota 2, так и в Counter-Strike 2. Разработчики работают над общей системой взаимодействия NPC или же ботов с окружением на карте, от чего в файлах движка появилась занимательная иконка, которая будет использоваться в Хаммере, и, возможно, будет реализована не совсем так, как я вам сейчас обрисую, так как, по сути, исследования ведутся вслепую. Однако, подобный прикол давно используется различными разработчиками в играх, и по большей части связано это с указанием на карте, какой предмет будет реагировать на присутствие NPC или же бота. Вот вам простой пример. Расположили вы на карте траву, и при помощи данной функции, когда условный NPC будет на нее наступать, она будет либо гнуться или вовсе ломаться, при этом с возможностью сохранения положения в будущем. И этот прикол вполне в духе травы в запретной зоне, которая была в CSGO. Так что да, по сути, данная функция тоже может в будущем использоваться в CS2. Помимо этого, в папке движка были замечены материалы, связанные с волосами, о которых вы наверняка уже слышали. Но не спешите скипать данную информацию, так как она будет реально отличаться от того, что вы, возможно, слышали от других. В принципе, как вы могли понять, я в целом не очень-то и хотел затрагивать данную находку в своих роликах, если бы не одно «но». Дело в том, что дополнительные данные, которые связаны с ними, намекают на возможное создание разработчиками нового умного шейдера, наподобие Liquid, она же жидкость, или Glass. Если кто не понимает вдруг, о каких магических шейдерах идет речь, то вот вам краткий экскурс. Любую модель при помощи шейдера Liquid можно наполнить, скажем так, водой. То есть благодаря ему внутри любой модели будет просчитываться и визуализироваться жидкость. Точно так же, как и шейдер Glass. Вам не обязательно моделировать у модели глаза. Просто достаточно его задействовать, и он будет отображаться и просчитываться путем угла вашего обзора, где вы даже сможете кастомизировать глаза как вам удобно. Это линии магии,
энергия. И скорее всего таким же методом разработчики планируют реализовать волосы. А 3 как раз таки этих материала своего рода отвечают за настройку внутри шейдера. Ровно таким же методом они добавляли глаза в игру. Появлялись отдельные материалы и даже модель все в той же папке Dev, благодаря которой они тестировали угол обзора и как будут отображаться глаза. Так что да, данную механику с волосами тоже могут задействовать и в CS2, так как есть некоторые модели персонажей, которые имеют участки, на которых бы неплохо смотрелся данный шейдер. Но опять же, не факт, что используют, ведь, как говорил ранее, это те механики, которые спалились и в Доте тоже, и скорее всего могут использоваться в других играх от Valve. Но не только это прилетело нам с обновлением движка. Также в файлы игры были добавлены иконки для ассетов от таких инструментов, как AnimGraph и прочее. Инструменты, которые, к слову, недоступны сейчас обычным пользователям в CS2, что тоже указывает на их крупный апдейт. Но самое забавное, что благодаря нововведениям в их систему мы столкнулись с некоторыми багами в анимации, так как AnimGraph по сути обновился, а дополнительных связок для анимации в файлах персонажей CS2 не подвезли. И вы, собственно говоря, время от времени могли наблюдать багованные ситуации в стиле фильма «Нечто». В этом-то и кроется еще одна проблема CS2. При внедрении каких-либо новых функций в сам движок для другой игры есть вероятность, что это сломается и в нашей. Но примечательней все же то, что файл инструмента FacePoser, который отвечает за лицевую анимацию и по совместительству тоже отсутствует в инструментах для CS2, завезли строчку, связанную с LookAt, которая ранее палилась уже в CS2, и отвечает она за слежением NPC за игроком. Да, та самая, которая должна использоваться в сюжетных сценах, когда персонаж ловит вас взглядом и не отпускает. Тут, конечно же, все спорно, но все же есть вероятность, что нам готовят в будущем сюжетные кооперативные миссии. Но учитывая, что эту строчку с большим дополнением получила и Dota 2, то все может быть не тем, чем нам хотелось бы. Ну а также помимо обновления движка, конкретно в CS2 были удалены еще многие участки кода, связанные с операцией, а конкретно с анимационными комиксами, которые ранее использовались для сюжетного повествования. И учитывая то, что удаление старых механик в CS2 не раз сопровождалось тем, что в дальнейшем их обновляют, то скорее всего нам, возможно, готовят что-то интересное на операцию. Правда, хрен знает, когда она все же выйдет. Но если учесть все скопом озвученные утечки, можно, конечно, нафантазировать и сопоставить все с будущей операцией. Однако, повторюсь, мы точно знать этого не можем. И это лишь пища для вашего анализа, который, конечно же, хотелось почитать в комментариях. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!